Сегодня готовим очень сочное, очень-очень вкусное мясо, запеченное одним большим куском. Такое мясо мы всегда готовим на праздничный пасхальный стол, и всегда его оказывается мало. Всем привет! И вначале нам нужно приготовить рассол. В глубокую тарелку нам нужно будет отправить 2 литра воды. В воду добавляем 2 столовые ложки соли. Соль должна быть с небольшой горкой. Затем добавляем 10 горошин душистого перца, небольшую горстку зерен кориандра, 1 чайную ложку смеси разных перцев, 3-4 штуки лавровых листа. И еще нужно взять небольшую луковицу, и ее нужно будет примерно половину нарезать небольшими вот такими вот полукольцами. Ну а дальше берем ложку, и все нужно будет хорошо размешать так, чтобы растворилась полностью вся соль. И еще воду я брал обыкновенную из-под крана, не кипяченую. Ну а сейчас самое основное – мясо. У меня здесь 1 килограмм 300 грамм, и это шея свинины. Это сочное и очень вкусное мясо. Его обычно используют на шашлыки. Берем нож, и мясо нужно проколоть вот таким вот образом. Это для того, чтобы рассол хорошо впитался в мясо. Таким вот образом мясо нужно будет проколоть с 2 сторон. Дальше этот кусок мяса отправляем в тарелку с рассолом. Таким образом, чтобы мясо было полностью погружено в рассол. И в таком положении его нужно оставить минимум на 5 часов. Но у меня оно будет стоять целую ночь. После того, как мясо хорошо пропиталось рассолом, его нужно достать в отдельную тарелку и дать убежать все лишние жидкости. Ну а чтобы лучше убрать всю лишнюю жидкость из куска мяса, его нужно будет немного просушить бумажными полотенцами. Дальше мы берем чеснок, примерно 10 зубчиков, можно чуть больше, можно чуть меньше. И этим чесноком нужно нашпиговать полностью весь кусок мяса в разных его точках. Берем нож, немножко прокалываем, если чеснок большой, вот так вот разрезаем пополам. И в это отверстие, которое вы прокололи ножом, нужно впихнуть чеснок так, чтобы он оказался внутри мяса. Делаем так полностью со всем чесноком. Ну а сейчас приготовим секретный маринад, от которого мясо будет очень вкусным, очень нежным и очень-очень сочным. В небольшую тарелочку всыпаем 2 столовые ложки паприки, 1 столовую ложку сушеного молотого чеснока, 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку без горки черного молотого перца, 1 чайную ложку молотого кориандра, 2 столовые ложки обыкновенного кетчупа и 1 чайную ложку натурального меда. Ну а затем все нужно очень хорошо размешать до тех пор, пока полностью и хорошо растворится мед. Этот маринад у вас должен получиться вот таким вот густым и необычным. Но куску мяса он придаст такой неповторимый вкус, что вы захотите готовить его еще и еще. После того, как вы приготовили маринад, этим маринадом нужно будет натереть полностью весь кусок мяса с 2 сторон. Смотрите, добавляем вот так вот маринад на мясо, а дальше не стесняемся и вот так вот руками немного мяса массажируем. Так сказать, маринад нужно будет немножко как будто бы втереть в мясо. Такую процедуру нужно будет проделать со всех сторон вашего куска мяса, и на этот кусок мяса нужно будет отправить полностью весь маринад, который вы приготовили. Ну и после того, как вы хорошо замариновали мясо, ему нужно дать полежать вот в таком вот положении 30-40 минут. Через 30 минут берем горчицу в зернах, понадобится примерно 3-4 столовые ложки, и вот таким вот образом нужно мясо обмазать еще горчицей со всех сторон. Смотрите, если у вас нету такой горчицы, мясо можно не обмазывать ее, можно сразу же отправлять в духовку для запекания, но с горчицей будет намного вкуснее. Затем кусок мяса перекладываем в форму для запекания. Повторюсь, горчица должна быть со всех сторон. Накрываем форму фольгой и отправляем мясо в духовку ровно на 1 час 20 минут. Духовка должна быть разогрета до 200 градусов. Но смотрите, время выпечки зависит от вашей духовки, потому что у всех они разные и выпечка происходит по-разному. Через час 20 достаем мясо из духовки, снимаем фольгу. Фольгу пока что мы не выбрасываем, она нам пригодится. Затем мясо отправляем еще раз в духовку на 30 минут, для того, чтобы оно нам немножко подрумянилось. Через 30 минут мясо достаем из духовки, не вынимая его из формы, обратно накрываем все фольгой. Это для того, чтобы мясо у нас осталось сочным и очень вкусным. В таком вот положении мясо нужно будет дать отдохнуть примерно минут 30. Ну и вот посмотрите, какой классный, аппетитный, румяный кусок мяса у нас получился. Такое мясо можно подавать как теплым, так и холодным. Теплым оно вкусное, сочное, но когда оно остынет, оно будет еще вкуснее и еще сочнее.
Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Вот такой вот необычный рецепт сегодня получился. Уверяю вас, что если вы попробуете хотя бы один раз приготовить таким способом, вы надолго запомните его и готовить, потому что мясо получается очень нежное, очень вкусное и сочное. Если вам понравился такой вариант приготовления очень вкусного сочного мяса, обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные и вкусные ролики. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня. Также не забудьте посмотреть еще один не менее вкусный рецепт для праздничного стола.